Всем привет, меня зовут Артем, и вы на канале Коптим вместе. Сегодня я приехал в гости к своему другу, к Тихону. Канал называется Тихон Готовь и Путешествуй. И мы вместе с ним решили приготовить уникальное блюдо в автоклаве. Мы приготовим шашлык в автоклаве, такого еще нигде не было. Приступаем к приготовлению. Будет вкусно и интересно. Мы сегодня с тобой готовим шашлык из свинины и говядины. Расскажи, пожалуйста, про особенности приготовления его в автоклаве. Первым делом нам необходимо нарезать мясо, как на шашлык. Будем резать кусками крупнее, чем мы кладем в банку, когда готовим тушенку. Почему? Потому что мы мясо будем обжаривать, естественно, оно потеряет в объеме и потеряет свой вес. Поэтому я буду резать мясо, как на шашлык, повторяюсь. Тихо, ну а тебя попрошу порезать, заняться овощами. Это у нас будет как гарнир к шашлыку, чтобы в банке уже было готовое блюдо, которое вы можете разогреть и положить себе на тарелку и полноценно поужинать. Оно будет даже с бульончиком у нас. Красота. Поэтому лук режем небольшим кубиком. Угу. А нам нужно солить мясо, мариновать его предварительно? Мы ничего не солим. Почему? Узнаете немножечко позже. Дальше у нас что идет? Я начну резать картофель. Картофель буду резать небольшим кубиком, средним. Мельчить сильно не будем, чтобы чувствовать структуру. И чтобы, естественно, картофель не разварился. Не получилось пюре? Конечно. Чтобы прям вот чувствовать отдельно каждый ингредиент. Я буду разрезать картофель напополам. Далее еще раз пополам. И вот такого формата кубиками буду нарезать. Друзья, с луком я закончил, его нужно много, потому что мы сами понимаем, что лук ужаривается в 2 раза. И для того, чтобы гарнира в наших банках было достаточно, и овощей нам нужно достаточно много. Теперь перехожу к нарезке моркови и баклажан. Морковь нарезаем небольшой короткой соломкой, а баклажаны не чистим, просто нарезаем хорошим кубиком. Морковь в любом блюде добавляет сладости, а нам она не помешает. И баклажан. Нам нужны кубики примерно как картофель. У нас все готово для того, чтобы переходить к этапу приготовления. Я отправляюсь в казану и буду обжаривать овощи. А Артем займется мясом. Да, я буду одевать мясо на шампура. Тихо, но у меня к тебе просьба, сильно не ужаривай, чтобы осталась внутри сочность овощей. Я пошел к казану. Наливаем растительное масло. Пускай масло хорошенько разогреется, и после этого будем обжаривать репчатый лук. Сейчас очень важно держать хороший жар, потому что лук будет выделять большое количество воды, и для того, чтобы у нас не варился, а жарился, нужно поддерживать хорошую температуру в казане. Мясо на шампурах идем обжаривать. Буквально 3-4 минутки мы запечатаем наше мясо и убираем его с огня. Угли хорошие, мясо схватывается быстро. Главное его нам не пересушить.
Так, мясо наше поджарилось, запечаталось. И, я думаю, пришло время убирать его с огня. Артем меня опережает с мясом, а у меня второй этап. Забрасываем морковь. Лук уже наполовину обжарился. Отправляем туда морковь. И как только морковь будет тоже на половине готовности, мы забросим баклажаны. Друзья, последние осенние ароматы, и все они собраны здесь. Лук, морковь, баклажаны. Все это готово. Мы можем отправляться за стол. Смотрите, какая красота. Ну что, у нас с тобой все готово. Рассказывай, что нам нужно делать дальше. Поэтапно мы начинаем сборку нашей баночки. Первым делом у нас идет один перчик душистый. Кидаем его в баночку. Также возьмем пару перчиков черных горошком. И затем мы будем использовать один лавровый лист. Если он большой, то используем его половину или даже треть. В противном случае он даст горечь. Мы же хотим вкусно. Горечь нам не нужна. Итак, добавляем ровно 100 грамм мяса. Свинину и говядину. У нас глаз алмаз. 100 грамм, отлично. Возьмем ложечку и немного придавим мясо, чтобы оно не занимало полезный объем. Следующим ингредиентом у нас идет картофель. И мы его добавляем тоже 100 грамм. Ровно 100 грамм поместилось в нашу баночку. Далее следует примять. Теперь следует пережарка наших овощей. Мы добавлять ее будем ровно 200 грамм. После того, как кладем каждую ложечку нашей пережарки, обязательно приминаем. И следующим очень важным ингредиентом мы с вами добавляем соль. Друзья мои, учтите, мы добавляем 1% от веса нашей массы. То есть 4 грамма мы добавляем. И финальным ингредиентом у нас идет вода. Мы ее доливаем по плечике. Нам необходимо помочь нашей воде проникнуть. Тихон, помоги, пожалуйста, сбоку, да. Теперь пришло время хорошенько закрутить. Мы используем крышки твистов. Да, с ними просто удобно работать. Также, если у вас нет таких крышек или таких банок, можете с обычными крышками СКО. Правильно? Самое главное — содержимое баночки. Не будем зря тратить ваше время и быстренько ускоримся и соберем все остальные банки. У нас этого количества должно хватить на 12 банок по пол-литра. Ну что, друзья, наш шашлык в банках практически готов. Какие наши дальнейшие действия? Все, ну банки мы наполнили. Теперь мы их берем, погружаем в автоклав и начинаем процесс стерилизации. Идем к автоклаву? Пойдем. Банки в автоклаве. Теперь нам следует залить их водой. Самое главное, чтобы вода покрывала на 1-2 сантиметра поверхность наших банок. Сколько литров? Здесь сколько влезет, ну, в зависимости у кого какой автоклав. Лично в нашем случае у нас где-то 25 литров войдет. В вашем случае, друзья мои, самое главное, чтобы покрывало банки на 1-2 сантиметра. Самое главное,
перед началом работы проверить аварийный клапан. Щелкает, значит работает. И затягиваем нашу крышку. И теперь приступаем к процессу стерилизации автоклавирования. Готовить наше это вкуснейшее блюдо мы будем при температуре 115 градусов на протяжении 40 минут. Итак, запускаем наш аппарат. А нам остаются только вот эти томительные часы и минуты ожидания. Ну что, друзья, наш шашлык в банках на зиму готов. Да. Он еще горячий, он только что с автоклава, то есть завтра он, я так понимаю, подзастынет и будет более плотный. Ну, завтра просто у нас крышки втянутся, и продукт будет храниться 24 месяца. На данный момент продукт полностью готов к употреблению. Единственное, что баночки, крышки у нас не до конца втянулись. Но самый главный процесс стерилизации у нас завершен. Поэтому мы можем уже смело открывать и пробовать. Пока горяченькое, кстати, будет очень самое то. Очень кстати. Поэтому не будем терять времени. Да. И открываем по баночке. А, красотища. Пахнет очень вкусно. Выглядит очень аппетитно и ароматно. Безусловно. Хочется попробовать. Но есть маленький нюанс. Душевный самогон. Душевный самогон собственного изготовления. Откоптим вместе. Чтобы шашлыки у нас на столе были круглый год. Да. И хранились 2 года минимум. А есть ли смысл хранить 2 года, если будет очень вкусно? Ну это так, на перспективу, мало ли. Затерялась у нас где-то баночка. Открыли и порадовали себя в любой момент настоящим шашлыком да с овощами. Будьте здоровы, друзья. Не болейте. Хорошо. Горячо. Знатно. Надо бульончик вначале. Обязательно. Он очень кайфовый. Да. Знаете, это может показаться как шурпа, но это намного более насыщенно за счет того, что мясо было обжарено на костре, за счет зажарки из овощей. Баклажаны, я думаю, тоже тут сыграли. Ну, разумеется, немалую они дали роль. свою однозначно свой вкус дали. Посмотрите, какое мясо. Ну, просто великолепно. Это полноценный шашлык в автоклаве. Это пушка. Ну что ж, ребятки, если вам понравилось наше видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. Также на канал Тихона, ссылочку оставлю внизу. Ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии, задавайте, абсолютно любые вопросы. А также не забывайте про нашу страничку в Инстаграме и ВКонтакте. Ссылочки также будут внизу. И самое главное, давайте дружить. Как мы, Тихон, будем дружить? Вкусно, наверное. Вкусно. До новых встреч. Пока-пока. Готовьте вкусную еду. Удачи, друзья. Пока.